В этом выпуске, почему японские фанаты набросились на Анну Щербакову? Чем противостояние Валиева-Щербакова похоже на дуэль Загитова-Медведева? И в каком случае Загитову и Медведеву нужно включать в состав сборной на олимпийский сезон? А теперь обо всем по порядку. Русская девочка, исправь свои грязные прыжки, японские фанаты Ханю, а Щербаковой. Японские поклонники и поклонницы Юдзуру Ханю набросились на российскую фигуристку Анну Щербакову после совместного снимка с японским идолом. Во-первых, болельщиков не устроило, что на фото россиянка без маски, а значит могла заразить ледового принца. Далее пошли придирки к четверным прыжкам. И напоследок они припомнили волнительные слова на чемпионате мира в Швеции в адрес американского конкурента Ханю, Нейтана Чена. Комментарии с японского фан-сайта Ханю. Щербакова, милашка, у нее красивая фигура, но прыжки слишком грязные, перекрученные. Для Щербаковой это последняя золотая медаль. В следующем сезоне Валиева будет доминировать в чемпионате. Надеюсь, Щербакова исправит свои грязные прыжки. Какой смысл Щербаковой обращаться к Ханю? Никогда в жизни она не прыгнет такой же, как у него, чистый, правильный и красивый четверной лупс. Для Ханю вошло в привычку быть рядом с русскими фигуристками, почему он так редко уделяет внимание девушкам из других стран. Ханю, милый. А тебе, русская девочка, лучше правильно надеть маску. Щербакова переоценена. Было бы лучше, если бы она вообще не прыгала. Русские – это деньги. Загитову выкинули, как только она начала жить для себя. В Стокгольме Юдзуру Ханю не смог победить Нейтана Чена. После короткой программы японец пропустил вперед не только американца, но и своего юного соотечественника Юму Кагияму. Валиева за сезон превратилась в совершенное оружие. Год прошел на ура, но Щербакова рядом. Сезон 2020-2021 в фигурном катании подошел к концу, и уже пора делать по нему свои выводы. Еще летом стало известно, что Камилу Валиеву будут подключать к соревнованиям взрослых. Пока такая ситуация с вирусом и международных стартов нет, то надо использовать все возможности, чтобы подготовиться к выходу из юниоров. И кажется, Камила превзошла все ожидания. Неужели за сезон Валиева так серьезно подготовилась, что вынесет всех на международной арене? И чем ее дуэль с Анной Щербаковой похожа на схватку Загитова-Медведева? Как Валиева усилилась за сезон? В прошлом сезоне Валиева не участвовала в международных соревнованиях, для юниоров их просто не было, но отлично себя проявила на внутренней арене. Провальным вышел только первый старт. На втором этапе Кубка России Валиева психологически не выдержала произвольную программу и допустила множество ошибок. Но уже к следующему этапу все наладилось. С точки зрения психологии Валиева стала сильнее. Она попробовала самые разные взрослые старты, за исключением международных, и больше не допускала таких провалов, как на Кубке России. Были помарки на прыжках и единичные падения, однако все только на новых и суперсложных прыжках, которые Валиева постепенно обкатывала в режиме соревнований. Технически Валиева за год усилилась тройным акселем и четверным сальховым. Аксель на стартах уже выходит практически стабильно. Камила прыгает его даже на шоу. Правда, ось прыжка сильно болтается и каждый заход – это риск. Четверной сальхов был исполнен лишь раз в финале Кубка России, и то неудачно, но на шоу фигуристка несколько раз приземляла этот прыжок даже при тусклом свете. Лучший и самый сбалансированный прокат вышел на команднике. Тогда Валиева прыгнула триксель, 2 четверных тулупа и без помарок исполнила все остальное, максимально сохранив связки в программе. Чем противостояние Валиева-Щербакова похоже на дуэль Загитова-Медведева? В олимпийский сезон Щербакова и Валиева входят как главные претендентки на высшие награды Олимпиады. Они из группы Тутберидзе лучше всех оснащены технически и наиболее стабильно выступали в прошедшем сезоне. У обеих спортсменок сильная вторая оценка, поэтому нельзя сказать, что кто-то имеет ярко выраженное преимущество и может победить за счет этого. В сезоне у Камилы Валиевой и Анны Щербаковой было 2 очных противостояния.
чемпионат России и Кубок Первого канала. На чемпионате России Валиева решила не рисковать с тройным акселем и откатала произвольную с 2 квад-тулупами, однако этого не хватило, чтобы обойтись Щербакову. Та прыгнула квад-флип и квад-лутс, несмотря на ужасное состояние здоровья, и не сделала ошибки ни на одном другом прыжковом элементе. В феврале на Кубке Первого канала ситуация уже поменялась. Валиева за счет трикселя выиграла короткую программу и добавила этот прыжок и в произвольную, откатав чище Щербаковой, у которой вышли одинарный Ридбергер в каскаде и помарка на квад-флипе. Как подходили к олимпийскому сезону Евгения Медведева и Алина Загитова? Женя в тот момент была чемпионкой всего и била свои же рекорды, однако в решающий момент ее настиг стрессовый перелом, а усложняться уже было слишком поздно. Алина же только-только вышла из юниоров, катала проверенного Дон Кихота и усложнилась максимально, как только могла, поставив все прыжки во вторую часть программы. У Щербаковой, по сравнению с Медведевой, есть свои преимущества, усложняться она начала задолго до олимпийского цикла, и теперь ее главная задача – не потерять те четверные, которые она уже освоила, флип и лутс. Помешать может здоровье. Аня в этом сезоне перенесла тяжелое воспаление легких и оклемалась, наверное, только к командному чемпионату мира в апреле. Валиева же идет по пути Загитовой почти напрямую. Ей вот-вот исполнится 15, у нее есть техническое преимущество. В виде трикселя. Старая произвольная программа, да еще и появился полноценный опыт выступлений среди взрослых. Однако с таким уровнем конкуренции, как у этих девушек, все решит частота проката в один конкретный момент. И тут уже не предугадаешь, как сложится судьба золота. Ирина Роднина рассказала, в каком случае Загитову и Медведеву нужно включать в состав сборной на олимпийский сезон. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему потенциального включения Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон. Что касается приглашения Загитовой и Медведевой в состав сборной на следующий сезон, то я не знаю, какой у них контракт и договор с федерацией. Они же все находятся на договорах, понимаете? Точно ничего предположить нельзя, возможно, у них есть какие-то обязательства. И с одной, и с другой стороны. Конечно, критерии отбора имеют громадный вес. Одна известная спортсменка, вторая – олимпийская чемпионка. А у нас есть такое исключение, что тебя могут приглашать в сборную как олимпийского чемпиона и так далее. Здесь, наверное, еще значение имеет то, насколько каждый из них реально оценивает свои возможности, и насколько они честно в этой ситуации будут поступать. То есть нужно нести ответственность за свое решение. И если они говорят, что будут тренироваться, выступать, и действительно делают это, то надо брать, конечно. А то доходит дело до выступлений и начинается: «Ой, у меня контракт с Первым каналом», и так далее. Сейчас они не маленькие девочки, так что сами уже должны взвешивать все за и против, сказала Роднина.